Одна из звезд в этом видео вращается 11 раз в секунду и стреляет гамма-лучами, как космический маяк. У нее вообще нет обитаемой зоны. Приближаться к ней значит подставить планету под прямые удары радиационной пушки. Но до этого экстремального финала мы еще дойдем. Сегодня мы проверим, что случится, если заменить наше привычное Солнце 6 совершенно разными звездами из глубокого космоса. Каждый раз мы разыграем два четких сценария. Сначала Земля остается на своей текущей орбитальной позиции, а затем мы искусственно двигаем ее поближе или дальше, прямо в расчетную обитаемую зону светила. И каждый раз мы проверим, сможет ли человечество адаптироваться к новому небу, или мы обречены. Поехали! Альфа Центавра Б – это относительно спокойный оранжевый кей-карлик, который дает ровно вдвое меньше света и тепла, чем наше Солнце. На текущем расстоянии Земля мгновенно получает суровый приговор. Температура падает до минус 57 градусов по Цельсию за считанные недели. Океаны замерзают, а континенты покрываются плотным слоем снега. Тут же запускается ледяная петля обратной связи. Яркий белый лед отражает остатки слабого звездного света обратно в космос, из-за чего планета промерзает еще быстрее. Масса Альфа Центавра Б составляет всего 90% от солнечной, поэтому слабой гравитации новой звезды попросту не хватает, чтобы удержать Землю на прежней круговой орбите. Наша планета сама по себе неконтролируемо отдаляется в темноту, превращаясь в безжизненную ледяную пустыню, где выжившие люди вынуждены навсегда уйти в глубокие подземные бункеры на геотермальной энергии. Ладно, чиним ситуацию и принудительно двигаем Землю гораздо ближе к оранжевой звезде, прямо в ее теоретическую обитаемую зону. Глобальное замерзание отменяется, но вместо него тут же начинаются новые проблемы. Из-за меньшей массы светила законы орбитальной механики требуют, чтобы Земля двигалась по орбите значительно быстрее. Теперь полноценный год длится всего 225 дней. Все привычные сезоны пролетают на 40% быстрее, из-за чего фермеры физически не успевают выращивать урожай, а мировые запасы продовольствия рушатся. Растения находятся в полном замешательстве. Свет звезды сильно смещен в красную и инфракрасную части спектра. Но хуже всего то, что Альфа Центавра Б – магнитно-активная звезда. Мощнейшие рентгеновские вспышки регулярно сжигают орбитальные спутники, полностью обрушивают радиосвязь и намертво выжигают наземные электросети по всей планете. Процион А – это огромная раскаленная F-звезда, которая выделяет в 7 раз больше света и тепловой энергии, чем наше Солнце. Если Земля останется на своей текущей орбите, наше дневное небо мгновенно станет ослепительно белым, а средняя температура на поверхности взлетит почти до 150 градусов Цельсия. Океаны планеты вскипают за недели, а гигантские объемы пара запускают необратимый парниковый эффект, превращая Землю в точную копию адской Венеры с чудовищным атмосферным давлением. Вдобавок, жесткий ультрафиолет проциона горит гораздо яростнее солнечного. Он мгновенно уничтожает озоновый слой планеты, так что все живое на поверхности получает радиационные ожоги и необратимые повреждения структуры ДНК. Чтобы цивилизация могла хоть как-то выжить, Землю необходимо отодвинуть на колоссальное расстояние, примерно до середины пояса астероидов, где температурный режим наконец стабилизируется. На новой далекой орбите жизнь людей становится совершенно чужой. Дневной свет теперь холодный и резко белый, а год растягивается на 1300 дней. Каждый сезон длится почти по 11 месяцев, превращая зиму в бесконечное годовое испытание на выживание. Но самый неожиданный гравитационный удар наносит ночное небо, ведь Процион – это двойная система. Вокруг главного гиганта вращается мертвый и невероятно плотный белый карлик Процион Б. Его вытянутая эллиптическая орбита периодически проносит этот труп звезды в опасной близости от новой позиции Земли. В такие эпохи ночью вспыхивает точка в 5 раз ярче полной Луны, которая отбрасывает жуткие тени. Сильное притяжение белого карлика каждый раз дергает Землю, деформируя ее орбиту и устраивая цивилизации хаотичную климатическую рулетку. Вдобавок сам Процион А уже нестабилен. Он начинает раздуваться, постепенно превращая выживание человечества в непрерывный бег на перегонки со временем. Кеплер-16 – это уникальная двойная система из двух маленьких и тусклых звезд. Первый восход Солнца на текущей орбите выглядел бы потрясающе. Маленький оранжевый диск и рядом с ним тусклая красная бусина, вместе поднимающаяся над горизонтом, из-за чего все тени на Земле причудливо раздваиваются. Но любоваться этим долго не придется. Обе звезды вместе дают всего 15,5% от привычной мощности нашего Солнца. На таком расстоянии планету ждет адский мороз в минус 93 градуса Цельсия. Океаны промерзают до самого дна, глобальный круговорот воды полностью останавливается, и Земля за пару месяцев превращается в абсолютно мертвый ледяной шар.
Чтобы согреть замерзающее человечество, нам приходится передвинуть планету намного ближе к центру системы, примерно на уровень раскаленной орбиты Меркурия. Внутри обитаемой зоны Кеплер-16 год сжимается до 94 дней, но стабильности это не приносит, ведь две звезды вращаются друг вокруг друга каждые 41 день. Из-за этого постоянного танца расстояние до них меняется, и количество тепла, получаемого Землей, циклически пульсирует. Каждые несколько недель одна звезда заслоняет другую, из-за чего свет резко тускнеет на 6 часов, а земные растения гибнут из-за нарушенного фотосинтеза. Но главный приговор кроется в астрофизике. Безопасная зона вокруг такой двойной системы начинается лишь с 0,63 астрономической единицы, а мы задвинули Землю на 0,39, прямо в зону гравитационного хаоса. Каждый 41 день двойная гравитация дергает планету. Сможет ли она продержаться здесь хотя бы пару веков – огромный математический вопрос. Проксима Центавра – это крошечный красный карлик. Если заменить им Солнце, то даже в полдень на черном небе будут видны яркие далекие звезды, среди которых уныло светит маленькая тусклая красная точка. Проксима выдает ничтожные 0,17% от солнечной энергии. Океаны замерзают за дни, температура падает до минус 223 градусов, и на Земле начинается настоящий кошмар. Замерзает сама атмосфера. Сначала углекислый газ выпадает на сухую почву плотной метелью из сухого льда, а затем азот и кислород конденсируются в жидкое состояние и изливаются с неба ядовитыми дождями. Атмосфера буквально падает на Землю. Из-за мизерной массы Проксимы ее гравитации не хватает, чтобы удержать планету, и Земля навсегда срывается со своей орбиты, улетая в глубокий межзвездный вакуум, как замерзший блуждающий мир. Двигаем планету вплотную к красному карлику. Теперь один оборот занимает всего 8 дней. На таком близком расстоянии мощные приливные силы звезды работают как жесткий тормоз, намертво блокируя вращение Земли вокруг своей оси. Одна сторона планеты навсегда поворачивается к светилу, превращаясь в выжженную раскаленную пустыню, а вторая сторона навечно погружается в ледяную полярную ночь. Жизнь становится возможной только на узкой границе между ними, в зоне терминатора, где красное солнце вечно застыло на линии горизонта. Из открытого космоса такая Земля выглядит как гигантский и жуткий глаз. Но даже на этой узкой полосе цивилизация будет жить в постоянном страхе. Проксима Центавра — это нестабильная вспышечная звезда, которая из-за хаотичных магнитных полей способна внезапно увеличивать свою яркость в 60 раз. Каждый такой суперфлэр бомбардирует планету смертоносными дозами рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Если ты на поверхности и видишь, как все небо вдруг заливается яростным полярным сиянием, это сигнал тревоги. У тебя есть всего пара минут, чтобы нырнуть в глубокое подземное укрытие, иначе смертельная доза радиации. За несколько тысяч лет такие непрерывные вспышки медленно, слой за слоем, полностью содрут газовую оболочку с планеты, безвозвратно выбросив остатки воздуха в открытый космос, пока на Земле станет совершенно нечем дышать. Этот пункт особенный, ведь перед нами не гипотетическая замена, а реальное и гарантированное будущее нашего собственного Солнца через несколько миллиардов лет. Когда в его недрах исчерпаются запасы водорода, солнечное ядро сожмется под действием гравитации, а внешние слои раздуются до чудовищных размеров. Светимость звезды вырастет в 3000 раз, а ее радиус увеличится настолько, что Солнце поочередно поглотит орбиты Меркурия и Венеры. Если Земля останется на месте, наше небо полностью заполнит колоссальная стена бурлящей оранжевой плазмы. Океаны испарятся за секунды, континенты расплавятся в жидкое море магмы, а сама планета окажется прямо внутри внешних слоев раздувшейся звезды. Раскаленный звездный газ работает как тормоз. Земля потеряет орбитальную скорость и по спирали рухнет прямо в кипящее солнечное ядро. Чтобы спасти цивилизацию, нам придется оттащить планету далеко за орбиту Плутона, в холодный ледяной пояс Койпера. Только там температура окончательно стабилизируется, но один оборот вокруг гигантского Солнца займет больше 300 лет. Местная зима будет длиться целый век, из-за чего поколения людей будут рождаться и умирать в условиях одного затяжного сезона. Но вот самое интересное и единственный по-настоящему светлый момент во всем видео. Пока обитаемая зона смещается далеко наружу, она растопит километровые ледяные панцири Европы, Энцелада и Титана. Эти спутники Юпитера и Сатурна превратятся в глобальные тропические океанические миры. Пока человечество выживает за Плутоном, эти луны станут лучшими местами в Солнечной системе, и скрытая там миллиарды лет чужая жизнь наконец сможет выйти на теплую поверхность.
Пульсар Вела — это сверхплотная нейтронная звезда, оставшаяся после взрыва массивной сверхновой. Две массы нашего Солнца здесь утрамбованы в идеальную сферу размером с обычный город. Если Вела займет место Солнца, вокруг воцарится абсолютная тьма. Динамики устройств начнут шипеть от бешеной статики, а горизонт загорится бледно-зеленым радиационным сиянием. Пульсар бешено вращается, совершая 11 оборотов в секунду и при этом прицельно стреляя из полюсов узкими пучками жесткой радиации, словно безумный космический маяк. Нас ждет чудовищный стробоскоп – 11 ударов ионизирующего излучения в секунду. Магнитное поле Велы в миллиарды раз сильнее солнечного, и каждый его импульс работает как электромагнитный молот, который за секунду выжигает все микрочипы, трансформаторы и электросети на планете. Верхние слои атмосферы мгновенно превращаются в раскаленную плазму, озоновый слой полностью стирается, а ДНК любого организма на дневной стороне разрушается до основания. В отличие от всех предыдущих звезд, в сценарии с пульсаром у нас вообще нет второго варианта. У Велы физически отсутствует обитаемая зона, она не излучает видимого света или инфракрасного тепла. Приближаться к ней, чтобы согреться, значит добровольно подойти в упор к гамма-пушке. Единственная причина, по которой земные скалы начнут нагреваться, это жесткая радиация, буквально варящая газы и пекущая камни. На близком расстоянии дикие приливные силы двойной солнечной массы разорвут земную кору на части. Планета превратится в адское месиво извергающихся вулканов и непрерывных землетрясений. 6 звезд, 6 полных апокалипсисов. Подписывайся, если хочешь знать, что еще может пойти не так во Вселенной.